Ребята, всем привет! Сегодня будет у нас рыбалка на мелком пруду, в общем на меляке. Пруд такой небольшой, вернее даже это озеро, и с такой поросшей травой. Кроме этого у нас ловля будет перед дождем, собираются такие тучки, гром гремит. В общем, посмотрим, как будут мелководники работать. Итак, погнали! Так, ну немного вам расскажу по снастям, которыми сегодня буду ловить. Спиннинг у меня Daiwa Ninja ZTS 662 MLFS с тестом 5.25. Но, правда, я планировал ловить немножко на другую палку. Ну, тоже Daiwa Ninja, только тест 10.30. Он здесь более подходит, поскольку травы много. Иногда приходится вырывать, но, к сожалению, в ППХ я его забыл. Ну, перепутал, короче, и остался он в машине. Но этот тоже, в принципе, здесь работает хорошо. Катушка у меня это Jaguar 3000 от Surino. Вполне себе такая приличная катушка из бюджетных. Петли не сбрасывает, намотка ровная. И шнур тоже от Surino, это единичка. 8-жилка. Вот. Ну а начну ловить я с копии Малоса. А это уже легендарная копия Малоса с Алиэкспресс. Стоит 2 копейки, а ловит на целый рубль. Здесь можно видеть уже от зубов покоцана у меня, кое-где краска пострадала, но продолжает ловить. Даже, кстати, я крючок не менял, а передний крючок вообще снял. Ну, когда ловишь по такой сильно заросшей траве, то, в общем-то, в таком виде он практически как вездеход проходит везде. То есть передней полостью рта он траву раздвигает, тройник задний болтается сзади, а он достаточно широкий, как бочонок, и тройник прячется за его телом и, в принципе, проходит хорошо. Залазит. Иди сюда. Конечно, на Малосе тройничок маленький. Ух. Бойка. Щука неплохая, я думал мелкая. Ух, ё-моё. Заглотила прям в шахту. В жабра кровь идет. Неплохая щука, смотрите какая. Да. Вон. Где воблер? Заглотила конкретно. Так, тут надо операцию делать. Вот такая, ребят, щучка попалась. Где-то за килоха. Кило, может, 200. Ух, как всаживает гром перед дождем, короче. Отработал Малос с одним крючком. Куда ты обратно? О, все, беги, подружка. Что он, интересно, очухается? Ну, жабры я тебя, конечно, чуть-чуть повредил, но не прям чтобы... А, поплыла. Я думаю, жить будет. Так, посмотрим. Тут сейчас всплеск был.
Ух ты, выход какой. Обалдеть. Видели, ребята? Я выматывал малос, он за траву зацепился. И она вышла. То есть поверхностные приманки сейчас вполне могут работать. Сейчас, наверное, поппер поставлю. Что-то мне прям интересно стало на поппер половить. Такой выход прям. И щука вроде неплохая была. Малос, конечно, интересно, но поппер гораздо интереснее. Оставлю вот такой небольшой поппер, двухсоставник в яркой раскраске. Китайская копия. Вот такой интересный поппер. Это китайская копия. Вот из интересного, у него в ротовой полости сделаны такие прорези сквозные. Вот. И на рывках вода проходит сквозь них и создает такую интересную турбулентность, которая нравится щуке. Ну и сама двухсоставная форма, конечно, тоже решает. То есть вот когда он там на рывках хвостом еще шевелит, это, в общем-то, он может, кстати, и вот так шевелить, и по вертикали. То есть такая довольно свободная форма. Опушка, правда, уже вся прорвана. Это как точка атаки для щуки. В общем, поппер очень мне нравится. Полет может быть немножко слабоват, но это потому что из-за двухсоставной формы нормальную систему дальнего заброса не сделаешь. Но в целом все равно полет достойный на забросе. То есть ловить можно. Вот могу вам рекомендовать. Опа! Блин, еле увернулся. Вот эта подача была. Мега выход. Я рванул поппер. Она промазала, а я чуть сам себя не замочил этим поппером. Ну-ка. Снесло ветром. Опа, есть. Блин, сход. Плохо зацепилась. Щетка. Из камышаток атаковала хорошо. Поверхностные приманки половина промахов. Да. 50 на 50. Вот видел сейчас, вот ближе к тому камышу были всплески, щука охотится. Сейчас попробую чуть продвинуться вперед и буду бросать в правый залив и в левый залив. Есть! Наконец-то! Наконец-то попала. Все косило, в этот раз попала в поппер. Да и неплохая щука. Килограммуха точно. Блин, ё-моё. Чуть в лодку не запрыгнула. Да харе уже.
Ага. Ну, смотрите, какая красотка. Отработал поппер. Блин, запамятовал название. Напишу потом. Ну, это понятно, китайская копия с Алиэкспресс. Отличный попперок, всегда меня выручал. Ну, вот такая щучка попалась на поппер. Куча было промахов. Ну, наконец-то одна глазастая хорошо прицелилась и всадила. Такс. Все, подруга, плыви. Да что они тут все мертвыми притворяются? Тебя даже вообще не повредил. Давай, рули. Все, под куст заплыла. Вот так. Отлично. Поверхностные приманки — это прям моя слабость. Обожаю ловить. Блин, промазала. Блин, опять промазал. Блин. Да что ж такое? Что косишь? Просто. Какой листу тебе надо, щука? Два выхода, два промаха. Блин, вот это выход, исход. Она даже зацепилась за край тройника. Блин, жалко, она теперь укололась. Ай, больше не будет, наверное, кусать. Твою ж мать. Она, походу, обошла куст с другой стороны. Потому что до этого она атаковала с той стороны. Я думаю, это та же щука. Как выскочила. Блин. Ну, ловля на поверхностнике — это просто. Поппер — это что-то мега крутое. Настало твое время. Ну, с реализацией, конечно, что-то как-то слабовато. Что-то я, походу, подразучился, что ли, ловить. Не знаю. Что-то пока слишком много промахов. Промазала. Промазала. Я уж думал, поппер перестал работать. Нет. Выскочила она мимо. Зашла сбоку. Как раз в момент рывка. Да, ребят, не планировал сегодня ловить на поверхностной приманке. Все же думал, буду мелководниками ловить. Но видите, как получилось. Заметил, что был выход на малос, когда я его тащил по поверхности, когда он траву зацепил. И решил поставить поппер, и вообще не жалею. Так, увидел я, где ты охотишься. Сейчас мы тебе дровишек подкинем. Давай, вроде попал прям туда, куда надо. Блин, хорош.
хорошая. Ё-моё. Я думал, она промахнулась. А она не промахнулась. Такая прям как выскочила из куста. Красотка. Сейчас она мне тут джазу даст возле лодки, я чувствую. Ух, колда. Ага, от одного тройника освободилась. Один остался. Ну, давай сальтуху для братухи. Да харай, ладно. Все равно отпускать буду. Я думал, конечно, крупнее. Кинулась как вообще здоровенная. Ну, такая. Ну, килограмм в ней будет. Ну, все. Вот. Эта бойка ушла. Не то, что предыдущие. Притворялись дохлыми. Так, поводок уже бедный. Вот такое хорватское яйцо, ну вернее реплика на него. Поставила Такара с двойным крючком. Интересная реплика на хорватское яйцо. Это у нас воблер Атакара с двойным крючком, 10-граммовый. Расцветка такая яркая. Мне такие нравятся. Опа! Есть! Только забросил. Блин, куда она там в куст засела? Влазь. Зараза. Все, ее уже там нет. Ай, жалко, хорошая щука была. Вот такое яйцо. Чуть не оторвали мне. Жалко, теперь она укололась. Уже не возьмет. Да, только дождя нам еще не хватало. С утра ходила туча большая. Гремел гром, молния сверкала. Но все как-то обошлось. А сейчас решил пойти под конец рыбалки. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Она получилась. Сегодня отлично отработал поппер. Если бы, конечно, еще у меня не хромала реализация, вообще можно было табун щуки наловить. Было очень много выходов, промахов. Но в целом все получилось. Буду собираться. У меня на этом все. Всем счастливо. Всем пока.